США назвали сроки заключения сделки между Путиным и Зеленским. Силовики Беларуси против Лукашенко, а в РФ совершена аварийная посадка Боинга, который летел в Узбекистан. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Новый рекорд для F-16. В Украине заявляют, что истребитель сбил 6 российских ракет, имея при этом всего 4 ракеты воздух-воздух. Как это возможно? Ответ в выпуске. Заключение сделки. Почему сроки возможных переговоров между Москвой и Киевом постоянно сдвигаются? И кому на какие уступки придется пойти? Узбекистан начинает борьбу с любителями покурить. Что известно о новом законопроекте? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Впервые в истории в противовоздушном бою американский истребитель F-16 сбил 6 российских крылатых ракет. Причем 2 из них с помощью авиационной пушки. Сделал это украинский пилот. Информация о таком рекорде появилась на официальной странице Воздушных сил Украины. Автор текста — начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он рассказал, что событие произошло в середине декабря во время одной из самых массированных российских атак. В Воздушных силах уточняют, что 4 цели были поражены ракетами класса «Воздух-воздух», которые есть у F-16. Уже после этого пилот решил применить авиационную пушку и, например, сбивать такие цели с помощью пушки пилоты учились только на тренажерах. Поэтому для украинского летчика это был первый опыт. Важно было не попасть в облако осколков после взрыва ракеты и в целом сделать так, чтобы сохранить жизнь себе и самолету. В Воздушных силах ВСУ при этом указывают на существующие проблемы, а российские боевые самолеты называют технологичными. Так, нам хотелось бы получить более мощные модификации FOX с более мощными радарами и дальнобойными ракетами, потому что в одиночку соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами россиян достаточно сложно. Сейчас молодые украинские пилоты каждый день доказывают, что они лучшие, будь то в кабине советского или американского истребителя. Напомню, 26 августа Украина потеряла один из своих самолетов F-16. После этого события Зеленский снял с должности главу Воздушных сил Николая Лещука. По информации западной прессы, самолет мог потерпеть крушение из-за попадания осколка сбитой этим же самолетом ракеты. Удар по командному пункту. ВСУ не оставляют шансов 810-й отдельной бригаде России остаться в целости. Морская пехота РФ несет очередные потери в Курской области. На этот раз в районе населенного пункта Белое. Информация об ударе, который ВСУ совершили 7 января, появилась на официальных страницах Генштаба ВСУ. Такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации. Напомню, что украинские военные нанесли также высокоточный удар по командному пункту морской пехоты в начале января. Удар пришелся по зданию в селе Ивановское, это также Курская область. Есть потери у армии РФ и в Крыму. Официальное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщают о пополнении обменного фонда, но не уточняют, на каком направлении это произошло. Подтверждено взятие в плен по меньшей мере 101 военнослужащего РФ из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины. Россия и Украина при участии США могут заключить сделку уже до Пасхи, то есть до 20 апреля этого года. На поиск путей разрешения войны и принятие сложных решений у Москвы и Киева, вероятно, всего 3,5 месяца. О сроках и стремлении Трампа заключить некий договор именно к этому празднику пишет Sky News со ссылкой на научного сотрудника Американского аналитического центра. Это будет невероятно сложно для Украины. Я думаю, люди должны действительно уважать тот факт, что это решение Украины. В конечном итоге оно не за Америкой и не за Великобританией. Я думаю, что американская сторона будет стремиться к заключению какого-либо соглашения уже к Пасхе. Все сводится к тому, на какие жертвы готов пойти президент Путин, особенно в таких регионах, как Курская область, и, к сожалению, на какие жертвы готов пойти президент Зеленский.
Ранее Трамп обещал завершить войну до своей инаугурации, то есть до 20 января. После также звучали сроки о том, что Путин и Зеленский окажутся за столом переговоров уже на следующий день после того, как Трамп зайдет в Белый дом. Аналитики отмечают, что, вероятно, у Трампа начали понимать, что не так-то просто завершить войну за 24 часа, как он хотел, и поэтому сроки сдвигаются. В то же время в Украине надеются, что представитель избранного президента-республиканца Кит Келлог, который занимается вопросами завершения войны, все же приедет в Киев. Его визит к Зеленскому, который внезапно отменили по непонятным причинам, накануне вызвал невероятную дискуссию в дипломатических кругах. Ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити вже призначеної нової адміністрації, очільників, керівників відбуватимуться в Україну. Третя позиція для нас – зустріч і візит генерала Келлога надзвичайно важливі. І я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться, і ми перебуваємо в контакті для того, щоб чітко визначити часові рамки для проведення її, для наповнення цієї зустрічі максимальним змістом. Точку в обсуждениях и разговорах о завершении войны решил поставить сам Трамп. Накануне он заявил, что война РФ и Украины гораздо сложнее, но он все же попытается ее закончить в течение 6 месяцев, а может даже и раньше. А верите ли вы прогнозам Трампа? Напишите свое мнение в комментариях. Лукашенко готовится передать власть Беларуси. Говорит, что уже делает для этого все необходимое и хочет, чтобы процесс прошел тихо и спокойно. При этом, когда это произойдет, не уточняет. На 31-м году своего правления уверяет, что совсем не держится за власть. Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть. Напомню, что такое заявление Лукашенко прозвучало в период так называемой предвыборной кампании в Беларуси. И Лукашенко, конечно же, не отказался участвовать в этих выборах, а готовится вновь переизбрать себя на очередной срок. Напомню, что лидеры некоторых западных стран уже говорят, что не будут признавать результаты выборов в Беларуси, понимая, в каких условиях и с какими нарушениями они будут проведены. Беларусь давно стала зоной влияния Москвы. МВД страны действует по указке Кремля, тогда как Министерство иностранных дел все еще выполняет приказы Лукашенко. В то же время в Беларуси формируются вооруженные группы, которые могут сыграть ключевую роль в будущем переделе власти. Об этом в эксклюзивном интервью «Нехта Плюс» заявил основатель Белого легиона и руководитель Посполитого рушения Сергей Бульба. Он уверяет, что уже десятилетиями ни один министр, замминистра МВД и ни один областной руководители, даже замы, не назначаются без согласования с Москвой. И в этом есть определенная цель Кремля. Из опыта Украины я скажу, что Россия в первую очередь на сегодняшний день она присматривает именно за МВД. То есть в случае осуществления крымского сценария по Беларуси они не сомневаются, что Министерство обороны не окажет никакого сопротивления, от них вреда не будет никакого. КГБ, соответственно, тоже. Единственное, вот от кого они ждут неприятности, это от МВД. Потому что МВД это всегда это работа на месте, то есть местные интересы, какие-то свои бизнес-интересы, еще какие-то там. То есть вот, поэтому мониторят они в первую очередь МВД. Поэтому не удивляйтесь, да. Детальнее о планах Москвы и страхах Лукашенко. Находится ли белорусская оппозиция в кризисе и что делать белорусам? Каким будет будущее? Смотрите в новом подкасте «Нехта» под названием «Силовики против Лукашенко». Полную версию интервью вы можете найти по ссылке в описании, либо же на нашем канале «Нехта Плюс». Непредвиденная ситуация в российском небе, на этот раз с рейсом, который направлялся из Санкт-Петербурга в Самарканд, Узбекистан. В Москве Боинг совершил экстренную аварийную посадку. Причина – неисправность стабилизатора правого двигателя. Посадка прошла без проблем, пострадавших нет, отчитались в Уральской транспортной прокуратуре. Известно, что это уже третье аварийное приземление российского самолета лишь за неделю.
Тем временем авиакомпания Узбекистана решила, что сокращает количество рейсов в Москву и Питер с 20 января и до 6 марта. Причина якобы в плановом техобслуживании авиапарка. Часть рейсов в Москву, аэропорт Домодедово, будет приостановлена из Ташкента, Самарканда, Бухары, Намангана и Ферганы, в Петербург, Пулково из Самарканда и Намангана. Также, как отмечается, с 22 января по 5 марта будут отменены некоторые рейсы между Ташкентом и Самаркандом. После того, как самолет рейса Баку-Грозный получил повреждения из-за работы российской ПВО в Чечне, а после упал под Актау, несколько зарубежных авиакомпаний также приняли решение приостановить авиасообщение с Россией. Речь идет о представителях Азербайджана, Казахстана, Израиля, арабской компании Fly Dubai и туркменских авиалиниях. В Узбекистане хотят взяться за курильщиков. Правительство уже рассматривает и даже приняло в первом чтении законопроект, который предусматривает полный запрет электронных сигарет в Узбекистане. Целевая аудитория, среди которых эти сигареты имеют особую популярность, это молодежь страны. В проекте закона говорится о запрете на производство, изготовление, хранение, транспортировку и сбыт устройств для употребления табака и никотина, включая электронные сигареты. На данный момент молодежь все чаще начинает употреблять электронные сигареты. Это приводит к серьезным проблемам, включая разрушительное воздействие на здоровье. Я рассматриваю это с точки зрения национального генофонда, потому что это влияет на здоровье будущих поколений. 6% населения нашей страны курят, из них 1% употребляет электронные сигареты, а 5% курят традиционный табак. Мы не можем заставить всех отказаться от курения табака, но эти 6% уже наносят вред своему здоровью. Особенно те, кто употребляет электронные сигареты, получают непоправимый ущерб от химических веществ, содержащихся в них. Этот ущерб передается на генетическом уровне, создавая угрозу для будущих поколений. Лишь за 2 года, в период с 2021 по 2023 год, в Узбекистан, по официальным данным, было импортировано 5,5 миллионов штук электронных сигарет, сообщает радио Озадлик. Как считаете, важны ли данные запреты и каков ваш взгляд? Пишите в комментариях. Люди отказываются от своих же новогодних обещаний и целей уже через 17-18 дней после того, как поставили их перед собой. Об этом говорят исследования ученых, о которых пишет издание Mirror. В материале говорится, что часто это происходит из-за того, что людям свойственно недостаточно конкретно, а наоборот расплывчато формулировать свои желания. Для достижения успеха обещания самому себе же должны быть очень и очень четкими. Например, не просто начать бегать, а бегать 3 раза в неделю. Не просто правильно питаться, а прописать целое меню. Кроме того, ваши цели должны быть реальными. Когда праздничный период заканчивается, люди стараются больше заниматься спортом и быть более дисциплинированными. Но для этого необходимо ставить достижимые цели. Попробуйте изменить одну привычку за раз, а не пытайтесь сделать слишком многое и слишком быстро. Если вы попытаетесь внедрить сразу много изменений, вы рискуете вернуться к старым привычкам, что помешает достижению целей. А вы поставили перед собой цели на этот год? Какие? Напишите также об этом под видео. Интересно прочитать. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.